утро у нас началось в парижском аэропорту. Летим в Танзанию через Париж и Найроби. Китайский язык все-таки стал международным, как ни крути, потому что не классно, но столько стало китайских туристов, что здесь сейчас, вот, например, в Париже тоже объявление французский, английский и китайский. И то же самое касается всех надписей, а большинство рекламы вообще там даже китайские иероглифы крупнее, чем французский язык, потому что все ориентированы на китайских туристов, китайских покупателей. Многие наши путешествия, это тоже началось достаточно спонтанно, и организовалось тоже буквально за день до вылета. Выбрали страну, Танзанию. Сейчас была давно идея съездить в Африку, но как-то тоже не складывалось. Тут поняли, что времени не очень много, но надо куда-то съездить, где прям вот не были вообще. И поехали, решили в Танзанию. Полетели через Париж, Найроби и потом Занзибар. Занзибар — это место, в принципе, такое курортное, то есть это остров, родина Фредди Меркьюри, кстати, и оттуда потом, там пробудем 5 дней, чисто так пляжно, вальяжно, вот, и потом поедем на сафари. Это Килиманджаро, это, ну, подножие, то есть без восхождения на саму гору, и национальные парки северной части Танзании, где, собственно, все основные достопримечательности, большая пятерка животных африканских, реки, фламинго, озера и все вот это вот красота. В общем, надеемся получить массу хороших впечатлений, увидеть красоты Африки. Вообще Восточная Африка и Танзания считается одной из самых живописных африканских стран, потому что там это как бы такая середина, по сути, Африки, восточная часть, где чуть-чуть есть и возвышенности, есть и пониже, скажем так, регионы, то есть очень разный климат, и круглый год нормальная погода, то есть не слишком жарко, не слишком холодно, от 20 до 30 плюс-минус, вот, поэтому мы, в общем-то, выбрали эту страну. О безопасности очень много что говорят, но, судя по всему, пока сам не видишь, не скажешь, надо соблюдать обычные предосторожности, которые рекомендуют, в общем-то, все, кто путешествует в любые страны абсолютно. То есть, если пойти ночью в какой-нибудь неблагополучный район, можно, в общем-то, получить проблемы абсолютно в любой стране. Но так все-таки страна довольно активно посещается туристами, считается одной из самых безопасных в Африке. Есть, конечно, еще более безопасные, еще более цивилизованные, но Танзанию хочется посмотреть вот именно за счет своей еще экзотичности и местами даже дикости. Поэтому, думаю, будет интересное путешествие. Сейчас ждем самолет кенийских авиалиний, который нас отвезет в Найроби. Там еще 3 часа ожидания и полетим в Занзибар. Кстати, сегодня реабилитировался аэропорт Парижа, потому что мы попали в новый терминал 2Е, который гораздо более симпатичен, чем тот терминал, в котором мы были, когда летали через Париж, как Тайвань, там еще куда-то, я уже не помню. Еще были пересадки. Не буду больше ругать парижский аэропорт. Просто как-то ночью тут просидели. Абсолютно недружелюбная была атмосферка. Кенийские авиалинии думают, что я китаец. Мне сразу по умолчанию на китайском предложено меню. Вот такой вот вкусный африканский бургер. Ну, то есть написано, что вкусный. На самом деле он холодный почему-то оказался. И он оказался не вегетарианский, поэтому мне не светит его попробовать. Вот. Но похоже, что кенийские авиакомпании чуть ли не единственные SkyTeam авиакомпании африканские. Поэтому они весьма популярны на всех африканских направлениях. Лететь, конечно, очень долго. Еще получается с Парижа до Найроби почти 9 часов. Потом еще 3 часа ждать. Потом полетаем в Занзибар ночью где-то в районе полвторого. Длительный перелет. Есть там более бюджетные и удобные перелеты. Вот. Даже не то, что бюджетные, может быть, они там чуть дороже, но дело в том, что просто их уже не было билетов. Потому что билеты мы купили за день до вылета. Полетели на том, в чем получилось. Вообще уже даже в самолете ощущается некая аутентичность. Правда, половина самолета — это туристы, половина самолета — это местные, это кенийцы, кто-то может быть еще откуда-то. Кстати, очень много французов. Интересно, это все туристы или они там живут, может быть, в народе, не знаю.
пьем красный чай. Непальский, кстати. Из тайваньского чайника в самолете, который летит из Франции в Танзанию через Кению. Вот он, интернационал. Такой вот этнический арт. Wise 2, мудрец. В аэропорту Найроби. Классно оформлено, то что много очень картин. Причем картин не репродукции, а именно вот живых. Вот тут, кстати, тоже этнический арт. Вот так вот. Скорость движения по рабочей зоне. Нету шляпы, нету спецобуви, нет работы, братан. Магазин этнических сувениров. Но так как мы не в Кении, едем, а в Танзанию, то мы ничего не будем покупать в Кении. Вот такой магнитик. Дети, спящие на полу. Вот такие низкие, я так понимаю. Кофе. А, танзанийский, кстати, в Килиманджаро. Ну, кенийский чай, я так понимаю, это масс-маркет такой прям совсем. Сувенирчики всякие. Ладно, пойдем покушаем. У нас скоро нам лететь. Скоро нам лететь в Занзибар. Надо поесть. Кстати, такой фудкортик неплохой довольно, где всякая локальная еда. Это новое блюдо. Дикие кенийские грибы. Дикая кенийская рыба с рисом. Попробуем, что это такое. Интересно то, что Восточная Африка, она была не только под влиянием европейцев в свое время, но также и арабов, и, что еще интересно, индийцев. То есть здесь, например, кухня очень похожа немного на индийскую, что очень забавно. То есть тоже жареный рис, там какие-то овощи, тоже грибы были сделаны вот, чисто так по-индийски. Единственное, что не так остро. Но это очень такой попурри из разных абсолютно традиций и культур. Вот тоже еще арт, такая мозаика. Какая-то плитка, это стекло цветное, из цветного стекла, со слонами. Тут все со слонами, даже реклама рядом тоже со слонами. Хочешь быть самым большим на рынке, звони и будешь самым большим, как тот слон. Ну вот, прилетели в Занзибар наконец. Все как в нормальных местах. Просто сгружаешься с самолета и идешь сразу в аэропорт. Без всяких этих дурацких автобусов там и прочей ерунды. А до гостиницы еще ехать, кстати, целый час вообще от этого аэропорта. Поразительно просто. Строгий человек выдает тебе две бумажки. Первая бумажка — это миграционная карта, вторая бумажка — это Visa Application Form, где там нужно все писать, там, вплоть до адреса твоей работы, женат ты или нет, там всякие прочие пункты, которые как бы часто очень на визах вообще не подаются даже инфу такую, ну, то есть очень подробно. Окей, ладно, потратили минут 20, значит, на 4 человек, значит, до взрослых, 2 детей, по 2 бумажки на каждую, 8 бумажек. Текст аккуратно все заполнили, записали, подходим к окошку, даем, значит, эти бумажки, вот, даю там еще вот билет обратный, вот наша гостиница, все забронировано, все круто. Значит, этот офицер такой берет наши бумажки, практически не читая вообще ничего, просто посмотрел, что там везде что-то написано, а можно было с таким успехом, наверное, иероглифы написать или крестики поставить, не знаю, ну и как бы, да, ничего еще написано, значит, такой говорит: сэр, такой обратился ко мне серьезно, думаю, так, что-то там не так. Говорит, с вас $200. Я говорю, окей, $200. Причем, понимаете, только в кэше. Это, соответственно, $50 за одну визу. Кто-то мне там рассказывал, что якобы они клеят какую-то красивую визу, на самом деле просто поставили какой-то штамп непонятный, на нем начерикали дату, я так понимаю, и все. Вот. Дает $200, он их аккуратненько складывает под клавиатуру. Все, и мы в Танзании. Добро пожаловать. Вот сейчас мы едем с господином, забыл, как его зовут. Дорога вроде даже ровная. На какой-то японском автодроме в Торсрио. Такие же, как по всем странам, типа Фиджи, Грузии там, и прочих всяких небольших государств. Очень часто ввозят бэушные япошки, где они не запрещены, потому что они не стоят ничего, и тут тоже, смотрите, на них ездят. И нас еще пара грузчиков помогли нам загрузить чемоданы.
просили чаевые, у меня кэша нету никакого мелкого. Я говорю, сори, нету кэша. Он говорит, а может конфетки есть? Это меня удивило очень. Мы тут читали про Занзибар, когда то, что дети, да, выпрашивают конфеты, но то, что дяди, два взрослых мужика будут просить конфеты, это было немного неожиданно. Я сказал, сори, у меня, короче, конфеты лежат в багаже. То есть я не буду с тобой, давайте вы с тобой не будешь доставать чемоданы наши, чтобы достать те самые конфеты. Ну, в общем, ура, 3 перелета, почти 20 часов. Вот. Можно было, конечно, сделать быстрее, но не было рейса нужного. Вот, надеюсь, завтра встретим утро в Африке. Кстати, очень жарко. Ночью плюс 29, я думаю, днем туда вообще жарко. Ну что, доброе утро, Занзибара. Спали мы сегодня всего лишь 4 часа с небольшим, потому что не хотелось просыпать завтрак в нашей гостинице. Погода супер, жара. Для меня даже слишком жара. И вот такие колоритные ворота. Это, кстати, классические ворота на Занзибаре. Делают такие вот штыри железные. Это были ворота от слонов. Чем-то похоже на балийские вот эти вот орнаменты. Интересный очень стиль. И это есть только на Занзибаре. Вообще Занзибар такой, вот, скажем, государство в государстве, хоть потому что, во-первых, это остров, и он считается, и есть, по сути, частично независимым от Танзании. То есть, конечно, часть Танзании, но у нее есть некая доля автономии, потому что такое туристическое направление. Тут, кстати, большая часть мусульман, 95%, но это не особо заметно. То есть, есть такие мусульмане очень шанти, скажем так, даже как в Индонезии, может быть, даже еще больше. Население в основном негритянское, естественно. По дороге, конечно, видели ужасную бедноту. Ночью это не очень сильно было видно, когда в 3 часа ночи выгружаешься. Вот. А и такие вот оазисы в виде туристических гостиниц, каких-то резортов смотрятся на фоне этой бедноты просто вообще как приземлившийся инопланетный объект. А вот здесь живут, видимо, черепашки. Вот такая вот у нас гостишка. Сейчас реально жарковато. Говорят, тут было что-то плюс 35 недавно. Тоже чуть жарче, чем обычно. Океан. Здесь, короче, пляжа нет, здесь вот такая вот скала. Там вот столица Танзании Дар-эс-Салам. Даже отсюда видно немножко небоскреба, но, наверное, не знаю, будет видно на камере или нет. Но, в общем, да, это получается юго-запад. А тут уже начинаются джунгли. Эти джунгли прямо на этих кораллах прорастают. Заполняют сверху потихоньку почвой и вот так вот. Вообще это не пролазно абсолютно сверху, то есть там не пройти огромные ямы, все колючее. Ходить тут тоже можно только в коралловых тапках, иначе ноги все раздерешь. Тут у берега очень колючие вот эти все рифы, чуть-чуть покрытым мхом, но все равно колючие. А дальше в море там куча морских ежей, на которые тоже наступать очень неприятная затея. Вот у любителей чая есть шум ветра в соснах. А тут есть шум пальмовых листьев, которые, кстати, довольно жесткие и тоже шумят очень своеобразно. На борту вот какой-нибудь вид чайной церемонии, которая будет содержать в себе
напоминание об этом звуке. Вот в гостишке местное блюдо. Называется vegetable curry. То есть это овощи с карри, запеченные на углях. Отдельно очень крутой экспириенс — это здесь вечер. Кстати, сегодня вот вечер чуть более прохладный, еще более красивый. Всегда это закат. Сейчас он, правда, немного ушел в тучу, но все равно очень живописно. И отлив. Огромнейший отлив. Причем из-за того, что здесь довольно мелко, отлив этот уходит, так, ну не знаю, может сотни метров точно, может даже больше. И в этот отлив обычно куча рыбаков на лодочках выплывает сюда вот тоже рыбачить. Вот сейчас там двое даже вообще пешком вот здесь вот ловят сети. Здесь рядом деревень, на самом деле. Остров очень густо населенный, поэтому здесь местных жителей тоже хватает, и они иногда периодически доходят до отелей тоже, само собой, даже до таких. Наконец-то вечером можно спокойно стоять на улице, потому что днем, конечно, очень жарко. Можно либо сидеть в море, либо, не знаю, там в тени где-нибудь. Очень такая тишина вообще абсолютная. Сегодня вечером, в общем, владельцы отеля решили устроить праздник и сделали ужин на улице, на пляже практически. Вот. И тут очень много местных блюд локальных, которые хотел показать. Ну, здесь всякие салаты, они довольно обычные, вот, то, что можно видеть. Тут хлеб, это понятно все, но вот мне особо интересно местный рис, похож немножко на индийский, такой в воке жарится. Все вот на таких на углях готовят. Бар пицца, но она, кстати, осталась там. В принципе, это обычная пицца, но немножко по-другому сделана. Все на древесном угле. Карри с рыбой. Тамби из кокосового, так понимаю, лапша. Тыква в кокосовом тоже соусе. Там торио, не знаю, какая-то местная трава, тоже на углях все это готовится. Еще какая-то местная трава готовится на кокосовом соусе. В общем, да, куча тоже овощей. Здесь ризотто, так понимаю, рикотта, с сыром, со шпинатом. Очень красота. Тоже все вегетарианское. Здесь запеченная паста просто. Здесь еще запеченная с розмарином картошка. Вот это греческая история. Что-нибудь из этого я точно попробую. Рис с овощами, но это уже классика. Да, дальше всякое там мясо. Ну, просто гриль. Вот. Но мне, как вегетарианцу, особо интересно вот это. Так что будем пробовать локальную кухню. Новый день, новое утро. И тут я обратил внимание, что плитка в гостинице из того самого камня африканского, из которого тайваньский, значит, нам один мастер, наш любимый, делал каменный чайник. Мувэньши они его еще называют, типа камень
похожий на дерево. Такое ощущение дерева от него. Вот отдельно некоторые такие вот слои прям конкретно похожи на дерево, на структуру дерева. Тут из него плитку делают. Вот, тоже здесь очень хорошо видно такой сучок. Из этого самого камня как раз его экспортируют на Тайвань и возят для производства каменных изделий таких. Кстати, вот наши ребята, кстати, очень прикольно косят траву. Такие маленькие мачете. Сейчас покажу. Morning. Вместо газонокосилок, кстати, хорошая привычка и хорошее правило завести вместо этих трещалок что-то мануальное. Я помню, я где-то читал интервью с одной русской компанией, которая, по-моему, косы экспортирует в Европу. А здесь, значит, такое мачете, и на конце мачете так загибается немножко. И получается такая как секира, только плоская по отношению к земле параллельно. Косит ей траву. Классный способ. Все-таки наша приключенческая душа не выдержала. И после 2 дней в гостинице мы всегда планируем так, ну ладно, отдохнем, значит, посидим. Ну, по крайней мере, я в последнее время так стараюсь себя оттормаживать, потому что мне всегда дух авантюризма, значит, побеждает любые значит, желания отдохнуть просто там по матрасному, скажем так, на пляжном отдыхе. Но нет, сегодня, значит, я получил такое вот разрешение от департамента транспорта Занзибара. Вот, это получается лицензия вот такая вот для форинера, стоит на $10. Иностранному водителю, короче, да, специальное разрешение. Вот, дает, кстати, но по российским правам, без каких-то международных прав. Вот, я так понимаю, что тут вообще все достаточно дружелюбно. Забрал вот такой вот Сузуки, довольно дорого, но я просто не стал торговаться. Такой небольшой джипик. Катаемся по острову, посмотрим, что тут есть. Хотели сначала столицу, Стоунтаун посмотреть. Может быть, еще куда-нибудь успеем. Посмотрим, там уж как получится. Так или иначе, в общем, сегодня немножко дождик. Поэтому, значит, что будет не так жарко, может даже хорошо. И прокатимся по острову. $1 США, это 2000 танзанийских шиллингов. Выглядит это вот так вот, $160 я разменял. Вот такая пачка кэша. Так как карточки тут особо на острове не принимают. Вот. Эти деньги довольно красивые. Тут у них какие-то носороги, значит. Потом, что там еще у них есть? У нас слоны. Ну, в общем, все как надо. Суахили, кстати, очень популярный язык. Почти вся Восточная Африка на нем говорит. Такие вот номерные знаки в Танзании. Вот такое вот у нас средство передвижения. О. Опытным путем пытаюсь выяснить, какая же тут скорость разрешенного движения. Похоже, что она тут любая. Ну, то есть, как бы, я ехал вроде быстро, 80 такой еду по проселочной дороге, меня обгоняют уже второй раз. Да, вот, второй раз была скорая. Ну, в общем, я так понял, главное, да, смотреть в оба. Так ехать, сколько дорога позволяет. Хотя, наверное, скорее всего, какое-то ограничение должно быть. Мальчик, курица, машина. В общем, надо аккуратно здесь. Куча детей на дорогу. Заправляемся. Местный стиль у дамы, конечно. Сумка Гуччи. Все как надо. Мне нравится этот генератор. Я так понимаю, что тут нет электричества, все работает от генератора. Обратили внимание, что очень хорошо здесь хип-хоп слушается в этой стране. Заправка, кстати, мне встала в 110 тысяч шиллингов. $1 это 2000 шиллингов. То есть здесь, кстати, бензин стоит примерно чуть больше $1. Вот, 2000 с копейками этих шиллингов местных. В общем, полный бак забрали. Надеемся за 2 дня его укатать, насколько получится. Сейчас я еду как по минному полю, короче, между ямами, глубиной, не знаю, с колесо. Я понял, почему не дали джип в прокат, потому что если брать не джип, да, я его раздолбал бы просто на первые 5 километров этого асфальта. Неожиданно было увидеть вообще один в один, как на Филиппинах, такой же джип. Это называется джипни. На Занзибаре есть что-то подобное. Такая маршрутка. Но правда, здесь она не настолько красиво затюнена, как на Филиппинах. Сейчас мы ее обгоним, кстати. Но нет, не будем там машины. Ну, в общем, так она выглядит. Не
знаю, насколько это видно. Так. Видел чей-то обзор на Сомали. Там очень много нарисовано вывеской. Вместо вывесок рисунки. Здесь тоже встречается. Это когда люди вообще не умеют читать, даже на суахиле. И поэтому рисуют вот типа мясо, мясная лавка. Вот корова нарисована. Практически приехали в столицу Занзибара, или Стоунтаун, как его называют. Вот. Уже цивилизация прям так по сравнению с тем, что мы видели. Ну тоже так, конечно, грязненько. Здесь все мусульмане, поэтому женщины все прикрытые. Блин, тут ржет надо мной, как я возмущался, что нет знака лежащего полицейского там в лесу. Теперь я все понял. Тут вообще нет знаков. Это единственный видеознак около этой новой трассы, типа 50 ограничений. Пробочка в городе лютая вообще. Сейчас подъезжаем к этому главному форту, который первый водопровод в Занзибаре, такое легендарное здесь место. Вот. Ну и по дороге еще тут тоже паром. Очень плотно встряли тут, конечно, движение так себе, узкие улочки, машин много. Сейчас, думаю, будет квестом даже просто запарковаться где-нибудь. Ну, тут, конечно, уже более цивильно, но такой колоритный город достаточно. Ну, кстати, на Занзибаре говорят, что очень низкий уровень преступности, хоть и выглядит все так достаточно трэшово и бедно, но тут довольно много туристов уже встречали, нескольких тоже европейцев. Вот. Так оно все весьма интересно. Это порт Занзибара. Здесь таможня, я так понимаю. Вот там контейнеры, видать. И сам рядом с ним уже это старый порт. Мы просто запарковали машину, значит пешком просто туда просто не заехать, быстрее пешком. Поэтому встали на парковку и сейчас прогуляемся. Жара, конечно. Нам дали зонтики от дождя, но, кстати, они пригодились от солнца. Прямо у порта есть знаменитый ресторан Меркурис. Вот в честь Фредди Меркури, естественно, назван, потому что Фредди Меркури родился здесь, на Занзибаре. Вот поэтому, да, это здесь самая известная персона. И тут куча маленьких корабликов возят на знаменитый Brighton Island. Не знаю, поедем мы туда или нет, но, собственно, вот эти лодочки, они возят на этот остров. Также тут вот порт, паром. Этот товарищ тоже какой-то хлам тащит. Прикольный вид, прямо из кафешки. Вот сама кафешка. Посмотрим, чем тут угощают. 19 500, это получается 2 доллара, 10 долларов. Ну так, недешево. Что-то по 10 тысяч, это получается 5 долларов. Ну, короче, так, туристические цены. Оказывается, первой страной Восточной Африки, где был локомотив и ЖД, был Занзибар. Ну и, естественно, как это принято в Африке, все слоги повторяются. Бу-бу-бу экспресс назывался этот локомотив.
Вот тут причал с другой стороны. Тут, естественно, кучу зазывал. Стоит $30 туда-обратно, целая лодка. Кстати, лодки эти сами тут же прямо строят. Вот они, под навесом. Полностью ручная работа. Фирма органических специй. 1001 органика. Такой у них офис и ворота классические. Так вот выглядит народное развлечение в Занзибаре. Раздавание конфет детям. Вот. Но, кстати, они, как ни странно, не просили, пока мы не достали. Просто один попросил, типа, на то, что он сфоткался со мной. Кстати, взяли гида для того, чтобы он нам рассказал о Стоунтауне. Потому что времени немного, а сами мы тут будем мыкаться какое-то время. И все это недорого, $20. Это было первое здание, где было электричество, где был лифт. Было разбомблено англичанами, потому что султан не хотел делиться властью. В конце 19 века он захватил власть. Кстати, это почему, я так понимаю, здесь мусульманство. Это здание сейчас на реконструкции, туда, к сожалению, нельзя посмотреть. Назывался Дом чудес. Потому что по сравнению с остальными бараками, это действительно Дом чудес. На самом деле, наверное, даже по сравнению с современным большинством жилплощади на Занзибаре, это тоже будет Дом чудес. Очень туристическое место здесь. Я так понимаю, большинство вот этих вот товарищей, которые залипают, это, наверное, гиды. А у нас гид сертифицированный с табличкой. Это была еще и станция железной дороги. Вот, изначально это был именно старый форт. Вот. И здесь была церковь, основана еще после Васко де Гама, который открыл остров. То есть сначала здесь были португальцы, потом их выгнали арабы из Омана. Вот, а потом уже, я так понимаю, здесь рулили арабы больше времени. Здесь книга записей. Здесь мы записали, что мы сейчас зашли в Олд Форт. Франция, Греция, Южная Африка, Суады, Бразилия, Франция, Австралия, Россия, Швеция, Румыния, Италия, Дания, Россия, со всего мира, Нидерланды, Америка, Германия, Сербия, Руссия! Руссия, all the world, со всего мира, да, туристы. Без балкона это арабская, а с балконом это индийская архитектура. Кладбище очень знаменитого местного, так понимаю, султана, или мать у него была Суахили, негритянка, а отец из Омана. И он построил огромную империю от Конго до Танзании и Кении.
дом знаменитого этого торговца типа. А тут видно, кстати, как этот дом строится. Вот куски этого лаймстоун. Все это цементируется. И получается такая стена. Цементируется обычной глиной, я так понимаю. В общем-то, не сказать, что очень крепко. Очень интересно, сначала эти двери пришли сюда из Индии, но потом, так как здесь много арабов, здесь с арабской вязи тоже появились такие же двери. Это вообще такая мультикультурность. Причем рядом, прям вот рядом, традиционная индийская дверь, а тут арабская. Да, причем, кстати, здесь раньше были тоже эти штырьки от слонов, но их сняли, как здесь вот они были, вот, здесь они остались. А здесь вот смешанный арабский и индийский стиль. Это африканский стиль вместе с индийским смешанный. Но это современный индийский, современный африканский стиль уже, суахили, как они называют его, архитектуры, который впитал в себя и арабскую архитектуру, и индийскую. Но прессе больше похоже на арабскую. На эти двери это уже вот достопримечательность. Тут уже вообще цивилизация прям. Это, говорит, арабский дом, вот он. А это суахили, такой попроще. Суахили дверь вот, классическая. Такая она упрощенная, обычно посередине идет такая вот балка большая. Тоже вот арабская дверь. Двери, конечно, здесь это просто какой-то космос. Отдельно. Здесь же рисуешь, здесь же продает. Уже заготовлены носороги. Вот. Такая типовая африканская тема. Смотри, прям у него заготовлены носороги, он уже... Да. Такая вот защита от того, чтобы туристы не садились. Оказывается, да, потому что здесь, когда тусовка, вечером много людей, все сидят, и поэтому есть магазин. Здесь уже, пожалуйста, да, но вот у входа, пожалуйста, не садитесь. Не выдержала душа поэта. Купили, в общем, картину с изображением дверей местных. Буквально они классные. Когда это был дом королевской семьи, и там вот символ как раз орел, змея и лев, символ королевской семьи. Очень красивые двери. Большой музей, посвященный истории рыбовладения, вообще работорговли в Африке. Конечно, ужасно. Здесь один из самых крупных рынков был в Восточной Африке, был как раз на Занзибаре. И мы сейчас как раз находимся в этом бывшем рынке. Торговля закончилась только в 1773 году, когда арабы договорились с англичанами, и, собственно, все это прекратилось, это стало нелегальным. Тут вот с этих фото поймали нелегальных работорговцев вот, в море около Занзибара. Вот, собственно, араб, бывший работорговец.
Политическое движение за освобождение рабов началось еще 100 лет назад, то есть еще на 100 лет раньше, в 1787 году. И потребовалось целых 100 лет, чтобы это прекратить. Ну а самая безумная карта это вот эта. 61% живущих в современный день в рабстве в этих странах: Индия, Китай, Пакистан, Узбекистан и Россия. То есть 61% населения русских живет в рабстве. Какая дичь. Вот монумент всем пострадавшим рабам. Собственно, такая яма здесь. Вот здесь как раз это англиканская церковь. И за ней этот монумент и музей. Но сам себе музей ничего особенного такого не представляет. Там просто набор музейных значит, баннеров с фото, объясняющим историю. Но в целом интересно, если интересуетесь этой темой. А вообще, конечно, жесть. Я тоже для себя много чего нового узнал. Например, я не знал, что настолько серьезно это было в Османской империи тоже. То есть, получается, с Восточной Африки большей частью арабы вывозили негров. Вот, а значит, в Западной больше, собственно, европейцы. На острове есть эти еще гостиницы и даже ресторан. Вот. И такой соблазн, это такой бассейн, который такую жару всем очень хочется зайти. Но это получается только для жителей гостиницы. Главная достопримечательность местного острова — это черепахи. Здрасте. Здрасте. И русские, везде русские, больше, чем черепах русских у нас на острове. Вот такие вот они огромные. В общем, тут такой контактный зоопарк, если это можно назвать. Можно гулять среди черепах, фазанов. Кстати, прикольно, мы приехали под вечер, уже поздно, сейчас 4:30, и народу никого нет. Можно, в принципе, приватно насладиться компанией этих вот зверей. Сейчас проплывали две парусные лодки. Вот. Очень классно это выглядит. Причем это не туристическое развлечение, а именно просто, что они реально ходят под парусом. Потому что, видимо, тоже экономит топливо. И есть мотор, тоже видно, что стоит мотор, но при этом реально поднимают парус и идут под парусом. То ли рыболовные, то ли торговые на материк ходят, но так или иначе это классно наблюдать. Барские дети нападают на лодку. Стоит только слезть. О. Мы на набережной в Занзибаре, в Стоунтауне. Вид у нас тут на все это вот такой. Так. Вот так и пьем чай. У нас очень веселая атмосфера для чаепития. Этот рынок считается одним из самых знаменитых в мире рынков ночной еды.
Находится он прямо на набережной в Занзибаре, ну, то есть в Стоунтауне непосредственно. Куча народа, куча туристов. Сейчас еще, да, причем рынок очень длинный. Да. Следующий день. Сегодня мы решили поисследовать пляжи острова. Найти пляж, где не очень много людей, чтобы это был не пляж от отеля, а просто дикий, условно, или публичный. Вот. Сейчас мы на самом юге острова решили сначала поехать в место без названия. Красота. На муле прям везут ребята. Да, место без названия, которое находится неподалеку от города Нагундучи. Вот, сейчас налево. Посмотрим. Если там окажется не так прикольно, как вы хотели, то придется поехать на север острова. Это отсюда где-то больше 2 часов на машине. Вот. Так что посмотрим. Погода хорошая. Вот, обещает быть здорово. Ну что, доехали мы до пляжа, но в результате оказалось, что тут немного отлив. Отлив очень большой и сильный. Поэтому мы посмотрели на рыболовецкую деревню. Собственно, сейчас мы двигаемся дальше. За отлива поехали дальше. Посмотрели немного на рыбацкую деревню. Полетал над ней чуть-чуть. Очень дружелюбные местные. Ну так, удивленные, правда. Так понимаю, иностранцы так и в такую глухомань тут не часто приезжают. Тут тоже грунтовка по дороге достаточно сильной степени раздолбанности. Вся дорога здесь состоит из бывших кораллов. То есть это осушенный коралл. Вот, кстати, можно посмотреть. Вот так это выглядит. Вот. Это бывшее дно моря. Местами очень похоже, я уже говорил, на тайваньское, юг Тайваня, где тоже похожий ландшафт. Около 10 тысяч лет назад там все это произошло. Я думаю, здесь, наверное, так же может быть. Вот. Да, сейчас поедем на север острова. Слава богу, у нас весь день еще впереди. Сейчас только 11 утра. Дорога здесь, конечно, да. Вот. Местным подарил вместо конфет пуэр. У нас остались таблетки нашего пуэра маленького, 7-граммового. Не знаю, как они это воспримут. Удивились немного, но сказали, попробуем. Вот. Сказал, вместо кофе лучше бодрить будет. В общем, это будет забавно. Такой маленький деревенский магазинчик. Здесь продаются овощи, лепешки. Но у нас, к сожалению, нет местных денег, чтобы купить. Тоже домишки. А вот тот самый камень, из которого здесь все строят. Вот так он выглядит. Вот. Такой ракушечник. Там дитё со мной здоровалось. Сейчас мы подадим конфетку дитю, потому что неправильно. Там дитё есть дитё, значит надо конфетку дать. Ямбо! Так, миссия выполнена. Дитё конфету получила. Можно ехать дальше. Ромло Баобаб. Баобаб Мани. Да, слушай, похоже, один из самых больших баобабов тут. В общем, это один из самых здоровых баобабов вообще, я так понимаю, если не в Африке, то на Занзибаре точно. И здесь так вот выглядит туристическое информбюро. Вот это вот эти товарищи. Это информбюро местного локального туризма. Купил сейчас бананов. У меня, к сожалению, не было местных денег, но все-таки я разменял 20 долларов. Вот. И мы купили местных диких бананов. Мы приехали в Джазани Форест. Джазани Форест — это такой национальный парк в Занзибаре, самый большой
Вот, и здесь самое такое знаменитое животное обитает, Red Colobus или красный колобус, это такая обезьяна. Но кроме нее есть еще и много других разных видов живности. Вот, поэтому можно прогуляться по национальному парку. Стоит, кстати, здесь вход получилось очень забавно. Вход для взрослых $12. Я говорю, а сколько для детей? Он говорит, так посмотрели на наших детей. Ну эти двое сойдут за одного взрослого. Ну, короче, посчитали, да, тоже как за троих, короче, нас посчитали. Впервые, кстати, такое оригинальное решение я нашел. Все это управляется национальными парками Танзании, конкретно Занзибара. Выдали такой серьезный чек. На чеке написано революционное правительство Занзибара. Ресипт, написано имя, номер машины. $28,8 за всех. Еще на парковку разрешение. В общем, у нас будет гид сопровождать по парку. Так что сейчас прогуляемся, посмотрим на красоты. Там где-то было написано, что $200 за съемку. Надеюсь, что это было имелась в виду какая-то профессиональная съемка. А нам все-таки можно будет просто поснимать видео. Повезло увидеть обезьянок. Интересный факт, то, что да, помимо того, что Red Colobus живет только на Занзибаре, у него еще довольно интересные привычки. Он может по 4-5 месяцев вообще не пить воду, и практически воду он не пьет. Они едят сырые, вот еще не спелые фрукты, потому что у них плохо усваивается сахар. То есть, например, почему нельзя их кормить, потому что часто какое-нибудь сладкое там какие-то туристы дают и так далее. То есть здесь тоже это контролируется, всегда все туры именно обязательно с гидом. В коем случае нельзя им давать сладкое, потому что они вот могут есть только вот такие немножко горьковатые сырые фрукты, и им питаются. И где-то стая 15-20 обезьян, всегда есть вожак. Если вожак умирает, то там самые сильные самцы в стае начинают бороться друг за друга, кто там победит, кто-то станет вожаком, ну как обычно в животном мире. Еще интересно то, что они раз в 2 года только беременеет самка и 6 месяцев вынашивают ребенка и живут здесь. Кстати, тут экскурсию проводят именно по таким кустикам, не по лесу, потому что если к большому лесу ходить, то, в общем-то, ты их не увидишь. Поэтому именно вот здесь, в таких кустах, их можно быстрее наблюдать. Вот, и все, кстати, тут живут еще и серые мартышки, 2 вида. Серые и, собственно, красный, тут Red Colobus. Серые, просто они везде в Африке, да и не только в Африке водятся. А красные только здесь. Вот такой вот пересказ. Рассказы нашего экскурсовода. Вообще мне здесь понравилось. Интересно то, что здесь экскурсия идет прям по лесу. Действительно, то есть такие маленькие тропы. Видимо, не очень много посетителей в целом. Либо они эти тропы меняют, и тропа, не сказать, что сильно утоплена. Вот, то есть прям в лесу, без... то есть это не парк. Как, например, на Бали есть тоже лес обезьян. Там он гораздо более туристический такой. И очень много народа и все дорожки, то есть все такое цивилизованное. А здесь ты реально ходишь по дикому лесу. Это дерево называется красная махоган или как-то так. И очень дорогая древесина, и поэтому здесь тоже в парке сохраняют его, потому что их много вырубали. Ну и семена, видишь, под листиком как расположены у папоротников. У наших папоротников тоже, но здесь немножко другой вид. Дядя рассказывал очень интересно, Ярик, послушай, то, что вот здесь вот на природе, все, кто живут в деревнях, они очень, в основном, все натуральной медициной пользуются, потому что здесь на Занзибаре это очень тоже распространено. И вот они папоротник, например, используют там, когда какой-нибудь грипп там или какой-то там еще как лихорадка, там они вываривают отвар папоротника, он им помогает. Потом они еще делают из семян вот этих вот деревьев, красное, как они там называются, забыл. Значит, они тоже из них делают масло, которое очень помогает при кожных заболеваниях, намазывают. Да. Вот эти семена, видишь, вот они. Да. Еще вот из кожи дерева манго они, например, тоже делают такие вот отвары, чтобы вот зубы были здоровыми и вообще вот это все. Вот это, видишь, когда уши болят, отламывают кусочек, ядочкой не ломай, и кладут в ушко на ночь 3 капельки, и все. А это используют, если отравился, пережевывают. И Ярик, вот дядя очень интересно рассказал. Вот видишь, везде мы видели вот этот вот рифы, да, вот эти старые камни, из которых как раз и Стоунтаун построен, и все вот это построено, мы видели их как раз. Он говорит, что Занзибару, говорит, что примерно около 5000 лет всего лишь назад это было море, представляешь? И он поднялся из моря, то есть это очень молодой остров. Дерево называется лесная корица.
Действительно пахнет очень вкусно, правда. Используется тоже как антисептик. Очень много масел в нем. Мангровый лес. Да, мангровый лес. У него он живет, дерево растет только в соленой воде. И здесь, когда, получается, прилив наступает, то вплоть до моста поднимается вода, он говорит. Деревья, они удерживают, получается, очень много воды еще, когда прилив наступает. Они же воду забирают, они очень много воды удерживают. Я так понял, они еще преобразуют соленую воду в пресную таким образом, потому что они же ее впитывают, а испаряют они уже воду-то обычную. А вот так выглядит деревенская школа. Part of the body. Причем все по-английски. Здесь счет, причем здесь эти арабские цифры и, собственно, наши. Потом алфавит. Зебра, яхта, гнездо, мышь, ксилофон, арбуз, нож, кувшин. Да, классный подбор очень букв. Меня радует A, B, C, D. Все, завершаем поездку на Занзибар. Сейчас у нас маленький внутренний перелет от Air Tanzania. Мы летим в Килиманджаро, в Арушу. Вот, и там у нас будет 7 дней, даже 8 дней поездок по национальным паркам, сафари и прочие всякие разные увлечения, развлечения, да, на севере Танзании, вот, на материке. Там вроде как должно быть более аутентично, так как мы там еще не были, будем смотреть, как говорится, что получится. Сейчас только что был дождь очень сильный, и получилось как раз из-за того, что у нас тут трансфер, и я не сам за рулем. Успели посмотреть город после дождя и застать стадию, время, когда как раз все дети идут из школы, куча детей, все рынки работают. Вот, ну, полдень, да, самый такой активный период работы всего и всех. И очень колоритно, конечно. Вот, посмотреть в окно, поснимать, как живет Занзибар и как живет его столица, потому что мы с самого юга острова проехали в сам его центр и вот уже прибыли в аэропорт. Сейчас будем отправляться. Вот так выглядит зал вылета в аэропорту Занзибара. Там впереди вот эта проверка первичной security, здесь регистрация.
Вот. Ну, все так, в принципе, скромно, как любой провинциальный аэропорт. Мне нравится то, что типс или чаевые на суахили будет бакшиш. Вот здесь написано сзади меня, не знаю, это видно или нет, но, в общем-то, написано, что никаких чаевых, пожалуйста, на регистрации, никакого бакшиша. Типс not allowed.